Добрый день, меня зовут Осегуан. Я директор клиники пластической хирургии ОКИМС. Я работаю доктором пластической хирургии на протяжении уже 25 лет. В течение 6 лет я работал в крупной университетской больнице и 19 лет назад открыл собственную клинику пластической хирургии. Выбрал я специализацию пластического хирурга, потому что врач лечит от болезней. Любой умный доктор может это делать. А мне с самого начала была интересна кропотливая работа, требующая мастерства рук, и поэтому я выбрал специализацию пластического хирурга. Слоган нашей клиники – «Место, где искусство врачевания объединено с искусством». Искусство врачевания – это искусство лечить человека. Пластическая хирургия – это то, что делает лицо красивым, делает его моложе. И подобно тому, как наша душа получает удовольствие, когда мы созерцаем произведение искусства, то такое же удовольствие мы можем получить от удачной операции. Поэтому смысл девиза нашей клиники – давайте сделаем так, чтобы пластические операции стали искусством, чтобы можно было получить еще больше удовольствия от совершенного результата операции. Наиболее часто проводимая операция в нашей клинике – это операция по европеизации век. Что ни говори, среди азиатов много людей, у которых нет двойного века, и поэтому очень многие делают операции по двойному веку. В случае с иностранными пациентами многие проводят операции по подтяжке лица, операции по уменьшению груди, часто делают липосакцию или операции по удалению диастаза. Кроме того, часто делают ринопластику, операции по удалению горбинки или исправлению носовой перегородки. Да, очень часто, когда объем операции большой и операция длится долго, 2 или 3 доктора вместе могут проводить операцию. Также каждый из наших докторов имеет свою специализацию. Например, один специализируется на подтяжке лба, второй на лифтинге лица. Тогда они сотрудничают и вместе проводят операцию. Случаи таких операций очень частые. В случае блефаропластики, когда кожа век сильно провисла, необходимо убирать провисшую кожу. В этом случае действительно есть проблема того, что внешний облик при этом сильно изменяется. В случае, если не сильно делать второе веко, а делать более естественно, то можно немного уменьшить данную проблему. Молодым людям, например, можно сделать блефаропластику по методу безразрезного двойного века. Это позволит сделать двойное веко без изменения внешности. У людей в возрасте, если кожа век сильно опустилась, чтобы избежать сильного изменения внешности, нужно приподнять веки и сделать складку век более естественной. Тогда можно помолодеть, не сильно изменив свою внешность. При этом, конечно, доктору нужно выбрать подходящий метод операции, чтобы результат операции был более естественным. Блефаропластика с распределением жира проводится у пациентов, у которых нет сильно выраженного птоза, но выпирает жир. В таком случае проводится разрез не с внешней стороны, а разрез идет с внутренней стороны, то есть трансконъюнктивально. И выпирающий жир при этом распределяется вниз. На этом операция заканчивается. В случае же нижней блефаропластики, то есть когда у пациентов наблюдается сильное опущение кожи вниз, если провести блефаропластику просто с распределением жира, то птоз может стать еще виднее. Поэтому нужно провести разрез по нижнему краю века, перераспределить жир и опустившуюся кожу и растянутые мышцы подтянуть. Также при этой операции можно провести подтяжку средней трети лица. При верхней блефаропластике проводится разрез вдоль верхнего века и убирается кожа, которая спустилась вниз. Преимущество данной операции у тех, у кого двойное веко не выражено. В данном случае можно сделать двойное веко и одновременно убрать опустившуюся кожу. Недостатком является то, что, конечно, будут немного видны следы блефаропластики. Блефаропластика с разрезом вдоль брови подходит для тех, у кого есть складка двойного века, но кожа века опустилась. В таком случае лучше подтянуть кожу вверху под брови, чем трогать само двойное веко. Таким образом, до того, как кожа века опустится, мы сможем освежить двойное веко, и это выглядит наиболее естественно.
У представителей азиатской расы носы низкие, поэтому распространенной операцией является подъем спинки носа при помощи имплантата. Сложной операцией является операция по уменьшению размера носа. Это удаление горбинки, изменение формы большого носа. То есть это те операции, которые часто делают европейцы. Конечно же, это не простые операции. У азиатов много случаев, когда нос короткий и требуется операция по его удлинению. Данная операция тоже относится к непростым операциям. Раньше операция по лифтингу заключалась в том, что проводили разрез кожи и подтягивали только кожу. После таких операций было много осложнений, и результаты всегда были плохие. Поэтому в последнее время подтягивают так называемый слой смаз, то есть слой, который покрывает мимические мышцы лица. Макс-лифтинг – это когда слой смаз не отслаивают, а сделав разрез, проводят подтяжку слоя смаз, закрепляют его, сшивая просто сверху. Смаз-лифтинг – это операция, при которой смаз-слой полностью отслаивают, подтягивают, отрезают и сшивают. Это и есть смаз-лифтинг. Разница получается в том, что операция макс-лифтинг по объему меньше и немного проще, чем смаз-лифтинг операция. Разрезы при обеих операциях одинаковые. Разрез проводится вдоль уха спереди и сзади. Но разница в том, что при смаз-лифтинге разрез может уходить дальше, а при макс разрез останавливается в этом районе, за ухом. При макс-лифтинге аккуратно подтягивается данная область, и макс часто делают при небольшом птозе в возрасте за 45 в начале 50 лет. Да, конечно, при смаз-лифтинге подтягивается слой смаз, и в области шеи подтягиваются провисшие мышцы, и поэтому улучшается состояние шеи, исчезают морщины. Подтягивается смаз-слой нижней трети лица и одновременно улучшается состояние шеи. При нитевом лифтинге не происходит иссечение провисшей кожи, поэтому тем, у кого наблюдается сильное провисание кожи, нитевой лифтинг не подходит. Примерно в возрасте за 45, немного за 50, когда в целом упругость кожи сохранена, но есть некоторые ее провисания, можно проводить нитевой лифтинг. Но если есть сильное провисание, его не решить просто нитевым лифтингом. Необходимо все-таки проводить разрез и проводить операцию по фейслифтингу. Раньше при операции по подтяжке лба делали разрез вдоль всей линии лба или большие разрезы на коже головы. Сейчас же операция проводится эндоскопически, поэтому в этой части делаются небольшие, размером в 1 см, 3 разреза, и поэтому шрамы небольшие. И после операции период реабилитации достаточно короткий, поэтому степень удовлетворенности от данной операции значительно возросла. Эта операция поможет в том случае, когда кожа сильно опустилась и глаза выглядят сильно постаревшими. И также, когда между бровями и глазами расстояние короткое и блефаропластикой сложно добиться хорошего результата. В таком случае при помощи подтяжки лба можно приподнять брови и улучшить опущение век. И, конечно же, при данной операции можно улучшить состояние морщин в районе межбровья. Именно для этого проводится операция по подтяжке лба.